Всем доброй ночи, друзья мои. Как всегда, в начале и в конце года очень загруженный период, особенно у таких людей, как я. У нас скоро, или уже прошел, будут зеркальные дни, и 28 числа, по-моему, парад планет. В последнее время что-то уже который раз повторяется, парад планет. Это очень сильные дни. А мы, ведьмы, чувствуем энергию Земли, живем именно по ритму Земли, то есть мироздания, не только Земли. И год этот немножко, не скажу, что тяжелый, он такой гиперактивный, насыщенный. Если через много лет послушаете, услышите, то есть увидите этот видеоролик, скорее всего, так и будет. Это я говорю про 26-й год. Когда-то мы с страхом и ужасом ждали 2000-й миллениум, тысячелетие. И нас пугали все время концом света. Но конец света отменяется, я не зря вам сказала. Конец света не воспринимайте буквально. Конец света – конец старых устоев. Конец одних устоев – начало других устоев. Начало эры Водолея, конец эры рыб. Если помните, рыбы – это тайный знак христианства было когда-то, когда преследовали христиан в Римской империи. Внутри головы рыбы находятся крестообразные, кость крестообразная. Поэтому мусульмане рыбную голову очень долго не ели в разных культурах, до сих пор не едят. И, кроме всего прочего, знак рыбы означала жертвенность, тишину, молчаливая покорность и прочее. Вот рыба – это был знак религиозный. Вот религиозное время религии потихоньку уходит в небытие. Знаете как? Религиозный фанатизм – очень страшная вещь. Но в то же самое время абсолютное безбожие тоже страшно. Достоевский в своем произведении «Братья Карамазовы» говорит, он говорит от лица героев, одного из братьев, что раз Бога нет, то можно все. Вот в данный момент основное количество людей, 90% людей, которые ходят в церковь или в мечеть, куда угодно, там детей своих приводят, проходят все эти крещения, все обряды, венчаются и так далее. На самом деле они не воспринимают это всерьез. Для них это просто дань традициям или лишний повод показать себя очень набожными, воцеркованными и прочее. Но своими делами, своими поступками они показывают совершенно обратную сторону. То есть для них Бога нет. Ни в каком качестве. Ни одного, ни многих богов. Никого нет. Того же самого Сына Бога для них нет. И Библию или Коран эти люди ни разу не открывали, не читали. Когда обсуждают, в исламе очень много агрессии, прочие призывы. Я говорю, друзья мои, ради справедливости откройте Библию, прочитайте. Там призывов агрессии и жестокости не меньше. Однако есть одно но. Знаете, как я понимаю? Я думаю, что я правильно понимаю. Религии и священные книги народов мира, они написаны таким образом, что каждый видит свое отражение. Если человек добрый, он оттуда вычисляет доброе начало. Твори добро, не ври, не кради, не убей и так далее. Если он человек агрессивный и безбожник,
как любят говорить, он оттуда вычисляет самые такое призывы агрессии, что тот, кто не верует, его жизнь не имеет ценности и прочее, прочее. Каждый видит свое. Оно не просто так написано. Это закодированное послание. Иногда человеку показываешь, он явные просто не видит. А иногда он вычисляет именно самые агрессивные моменты, оправдывая свою агрессию. Это послание написано и создано таким образом, чтобы являлось зеркалом души каждого человека. Если ты человек, ты увидишь там милосердие. Если ты нелюдь, увидишь обратное. Вот в чем дело. Без веры человек жить не может. Он должен во что-то верить, надеяться. Он должен знать, что за его достойные поступки будет награда, за дурные поступки будет наказание. Полностью свободным в этом мире мы можем только быть в одном положении. Если у нас свободная душа, душевное равновесие и душевная свобода, она возможна. Более никак. Мы не можем быть полностью свободны. Полностью свободный может быть безумец. Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека и наоборот. Мы не можем на улице раздеться и ходить, потому что мы свободны, и вот нам так нравится и хочется. Почему бы нет? Я же свободный человек. Нет. Есть определенные рамки, моральные, уголовные и прочие, за которые мы переступать мы не можем. В нашем мире есть 3 вида наказания. Это уголовное наказание, это порицание, это моральное наказание, ну и материальное. То есть мы можем отвечать своей свободой, иногда жизнью. Люди, ну и сейчас за некоторые преступления в некоторых странах полагается смертная казнь. Свобода, жизнь, да. Материальная, если, например, человек взял ответственность, какой-то проект довести до финала, но не сделал, но у него могут конфисковать имущество в счет государства. Государство вы не обманете. Для чего? Для того, чтобы компенсировать, чтобы с молотка продать его имущество, и чтобы вот это вот пробел заполнить, то, что он взял эту сумму, но не оправдал доверие, да, вот материально он пострадал, наказание. Ну и моральное порицание, естественно, моральное порицание общества, порой оно бывает даже страшнее, чем все остальные наказания. И в этом мире есть вот эти рамки, которые нас держат и не позволяют творить все, что мы хотим. Многие люди, поняв, что им за это ничего не будет, они способны на очень страшные вещи. Одна художница, по-моему, в Германии провела такой эксперимент, когда можно было колоть ее, значит, какими-то острыми предметами, рисовать на ней что-то, там краска была, стричь ей волосы, делать с ней все, что угодно. И что за это никому ничего не будет. Сначала люди не поверили, сначала смеялись, шутили, думали, это шутка. Потом постепенно вошли в кураж. Начали сначала рисовать у нее на лбу неприличные вещи. Потом одна женщина взяла ножницы, начала стричь ей волосы. Потом начали, значит, колоть ее спицами. У нее уже слезы шли, она молча терпела эти унижения, и издевательства, и боль. И в конце концов эксперимент остановили в тот момент, когда кто-то схватился за пистолет, рядом лежачий. Вот остановили, и как бы это все прекратилось. И она была в депрессии очень долгое время, не могла появиться на публике. После этого она не ожидала от людей вот такого бесчеловечного поступка. Люди достаточно жестокие.
Показывали потом другой эксперимент. Посадили людей в огромном зале, включили пытки различные, разрезание живьем кошек, собак и прочие ужасающие вещи. Вначале какой-то процент ушел из зала. Не смогли там вытерпеть, значит, заплакали, начали кричать, протестовать, люди вышли. Но очень малый процент. Остальные спокойно смотрели на это все. Дошло до того, что они уже и попкорн, и кока-колу пили спокойно, глядя на то, как расчленяют людей живем. Это были настоящие, значит, собранные кадры из разных хроник, пытки людей, животных и так далее. Весьма спокойно они это воспринимали, не видели в этом ничего такого, скажем так, не приходили в истерику, а вышли сразу же 5-10% людей, которые не выдержали, для которых это было очень страшно и чуждо. 90% остались. И поэтому, когда люди говорят, что ой, я на такой не способна и так далее, это, помните фильм «Джокер»? Киньте их в какие-то трудные, тяжелые условия, и вот тогда вы увидите их истинные лица. И поэтому, друзья мои, в любом случае человеку нужен контролирующий какой-то объект, то есть сила некая контролирующая. Сила, которая будет призывать их быть людьми, потому что иначе следует наказание. Вот все религии мира стараются как можно более красочно, страшно, описывая рай и ад, как ужасны будут мучения грешников и как прекрасно будут в раю наслаждаться праведники. Это тоже для контроля. И большинство людей, если они на самом деле верят, можно сказать, что они верят из страха. Если они действительно приняли и поверили в то, что существует ад и рай, значит, они верят из-за страха, а не потому, что им хочется верить и поклоняться Богу, потому что Он такой хороший, милосердный и прочее, прочее. Но что поменялось за эти тысячелетия? Религии не удовлетворяют духовные потребности человека. Когда человек был еще более, так скажем так, примитивного развития, он чертил на скалах изображения богов и прочее. Он примерно представлял, что он не один и кто-то есть во Вселенной. Когда человек стал развиваться, ему нужны были более высокие идеалы. Вот приходят на смену язычества идеалы, закон. Закон чужое не бери, клясться удачей, клясться богами. Боги должны быть свидетели в хорошем и в плохом. Боги должны сопроводить человека всю жизнь. Он должен просить и получать, он должен благодарить, жертвовать чем-то и так далее. Потом приходят религии. Происходит борьба за объяснение, взгляд на мироздание. Понимаете? Вот языческие культы, они вот так объясняют мироздание. Религиозные культы объясняют по-своему. И шла борьба за каждую душу. Каким образом, чьими глазами человек должен смотреть на мир, на Вселенную, мироздание. Глазами волхва или глазами священника. И те, которые были, естественно, до религии, они, как любая оппозиция, да, или старая власть, она становится уже вне закона, плохим. Все, что напоминает о тех временах, начинает беспощадно уничтожаться, принижаться, обнуляться и так далее, и так далее. Хочу вам сказать, что изначально всегда в древние времена делились на две категории. Люди ведущие, как сейчас говорят. Это кудесники, знахари, ведьмы. Это вот одна каста. И волхвы. Они вообще все считались кастой волхвов или жрецов.
Ну, у нас не жрецы называли, вообще на Руси были волхвы. Волхвы – это те люди, которые брали на себя функцию объяснения мироздания. Вот приходили люди к ним, спрашивали причину своих бедствий, почему так происходит, почему народ проигрывает, почему войны, что надо делать, как нужно себя уберечь, что хотят боги от них и так далее. И волхвы были как посредники между людьми и богами, и объясняли народу, например, за какие проступки, тогда не было понятия грех, за какие проступки боги наказывают засухой или наоборот войной и прочее, прочее. Что надо делать, чтобы задобрить богов? Как надо правильно жить, чтобы боги не гневались? И вот эти все совместные молитвы или молебен, это тоже христианство взяло из язычества, когда приходили на капище, и много людей просили, благодарили, благословляли богов, и общая энергия объединялась, как бы открывался некий портал, откуда они получали эту энергию, помощь и так далее. Вот это были волхвы. То есть это, можно сказать, как первосвященники. Это вот врачеватели душ. Это люди, посредники между силами и богами. Их задача была помочь, объяснить и правильно настроить народ или людей, правильно вести людей к удаче. Это взгляд на мироздание, на Вселенную. Формировать. Рассказать о том, что можно делать, что нельзя. Жить по ритму времени. Волхвы, например, определенные там условия ставили перед охотниками. Они регулировали это все. Когда можно было охотиться. Нельзя было охотиться на беременную самку. Нельзя было убивать детенышей и так далее. Нужно было бояться духов леса. Нужно было бояться духов земли и рек. И вот этот страх и уважение перед этими силами приводило к тому, что тот, кто вырубил одно дерево, обязан был по весне посадить 3. То есть заполнить пробел. Что вырубались только деревья, которые уже болели, в основном очищали лес. Что нельзя было бить зверя и птицу больше, чем надо, не более, не жадничать. Северные народы, например, там якуты, чукчи, ненцы и так далее. Северные народы до сих пор не берут у природы больше, чем надо. Они берут точно, четко столько, сколько надо. Каждому там сколько килограмм рыбы. Вот делят они, общины идут, вместе ловят. Поделили люди между собой. Вот это съели там в течение месяца. Приходят и еще раз ловят. Нет у них привычки вот это побольше себе, кто побольше и так далее. Это тоже страх перед силами, богами, духами. Они знают, что их духи их предков, духи их народности, и они за ними наблюдают и могут наказать за жадность. То есть это общность вместе. И вот волхвы регулировали вот эти процессы. Поэтому природа, конечно, тогда тоже люди вырубали лес и охотились, но всему была мера определенная, которые определяли эти посредники между людьми и богами, тем самым спасая природу, понимаете, от полного уничтожения. Когда пришло время безбожников, у которых сейчас это безбожники время, то есть время безбожников абсолютных, нету Бога сейчас. В умах людей, в сердцах не существует он. Многие напишут: ой, я очень верю, молюсь, а не надо так, вы не знаете, я очень верю в Боженьку, я знаю, что он есть. Притворщики, как правило. Они так говорят, но они как кабаниха из грозы. Пойду помолюсь, а сама сидит целыми сутками, сплетничает обо всех. И свою снаху Катерину сожрала с потрохами, и сына загнала, сделала тихим каким-то подкаблучником. Но очень верующая, очень святая женщина, пойду помолюсь, а после того, как про всех посплетничала. Понимаете, из этой серии. Я очень верю, Боженька, вот это. Вот мы дошли до времени безбожников, когда религия исчерпала себя. Люди в основном
идут туда либо для того, чтобы оправдать свои не самые лучшие намерения. Например, скажем, многие, прикрываясь исламом, приводят первую, вторую, третью жену. Понимаете, они свою похоть скрывают религией, что вот религия требует. Религия не требует по 20 жен иметь. Абсолютно не требует. Это было время, когда было много вдов. И дабы избежать вот прелюбодеяния и женщин без мужей, без заботы, женились на многих женщинах, брали ответственность на себя этих женщин и помогали им. Но времена меняются. И сейчас нет необходимости брать столько жен. Нет сейчас необходимости во многом. Когда мы говорим, что вот приписано там в Коране, в Библии и так далее. Друзья мои, оно написано 1000 лет назад, 2000 лет назад. А теперь я предлагаю вот в наше время людям, которым 45 лет, 50 лет, 60 лет, откройте свои сундуки, чемоданы и эти шкафы, вытащите одежду и обувь, которую вам купили, когда вам было 10, 9, 8 лет, если что-то осталось. И наденьте на себя. Оно вам подойдет? Вот точно так же. То, что написано 2000 лет назад, было рассчитано на жизнь 2000 лет назад, но не сейчас. И когда мы руководствуемся книгами, уставами, законами, которые были написаны 2000 лет назад, в 21 веке мы открываем законы, написанные там тысячи каком-то году до нашей эры. Еще раньше это Старый Завет. И ведь многое в Коране тоже переписано по Старому Завету. Или мы выполняем те, значит, свадебные обряды и прочие, о которых я сказала недавно, да, «Тайны ведьм», 4-я часть, по-моему, или 5-я. Эти обряды и обычаи и прочие были актуальны тогда, они были тогда нужны, чтобы в патриархальном обществе, в больших семьях выжили люди. Но сейчас, когда у людей есть возможность иметь свой дом, жить только как муж и жена молодым, например, есть возможность взять, пускай ипотека, взять у банка и купить себе жилье и жить отдельно, хоть и в однокомнатной квартире, неважно. Нет той необходимости в тех традициях, обычаях пойти жить вместе со свекром, свекровью, со всеми вместе и прочее, прочее. Потому что тогда тот домострой был одно, а сейчас другое. Понимая, что молодым нужно уединяться, старшие дома собирали всех, выходили на улицу, сидели, пели песни, о чем-то говорили, закрывали двери, потому что была одна большая комната, и все вот всем колхозам спали, вот где кто попало, стелили на полу, везде так жили люди. И дабы у людей была возможность зачать ребенка, старший выводил всех на улицу, они сидели вечером там. И вот у них было время, несколько часов, для уединения. И это было нормально в те времена, а по-другому никак не получалось. Не могли люди уединяться где-то на улице, где-то в огородах. Это бы могли увидеть, это был срам. Или были какие-то времянки на этих плантациях, куда шли молодые. Специально шли и ночью дежурить. И отец семейства их именно отправлял, что идите дежурьте. Помните Тихий Дон? С Натальей пойдете стеречь там поле. Почему? Чтобы уединялись люди, чтобы у них было время для любви, для детей и прочее, прочее. Но сейчас нет этой необходимости времянки строить. Сейчас можно снимать квартиру, сейчас можно гостиницу снять, в конце концов, если прям нету возможности, правда? То есть мы применяем те законы, которые были 2000 лет назад написаны. Это правильно. Это все равно, как человечество будет одевать вещи, которые были куплены, не знаю, во 2-3 классе, в то время как этому человеку уже столько лет, что у него внуки есть. Дальше.
Вот одни были волхвы, посредники между людьми и, значит, богами, силами. И вторые были целители, кудесники или кудесницы, знахари, ведьмы. Это были люди, которые точно так же могли научить, могли объяснить, точно так же знали о силах, о законах природы, но основная их функция была исцелить тело и душу. Снять зависть, снять неудачи, снять бессонницу, очистить помещение, заговорить, помочь детям, исцелить детей, заговорить болезни, заговорить бесплодие, заговорить воина перед битвой и так далее. Вот их основная задача. Травы собирать, лечить какими-то снадобьями, мази изготавливать и так далее. В то время почитали богов, почитали предков, почитали силу предков. Дом был не просто 4 стены и внутри там бетон. Ну, тогда бетона не было. Дерево в основном, да. Дом был хранилище духов семьи, рода. Дом считался храмом. Дом очищали, в доме вешали обереги и прочее, прочее. Дом считался вот внутри, это вот маленький мир этого человека и его семьи. Нужно было обязательно из уст в уста передавать все знания предков, разговоры о них, кто кем был, кто каким был, кто на кого похож. Именами называли дедов, бабушек и так далее, усопших. Продолжали имя в семье. Традиции, обычаи, их вещи хранили, одежду, оружие передавали. И это было нужно для того, чтобы иметь связь с предками и чтобы иметь их силу, их защиту. Когда пришло христианство, оно отрезало людей от рода. Каким образом? Крестят ребенка, отдают другому роду. Крестный отец и крестная мать. Чужим людям это уже не твой ребенок. Мажут этот третий глаз, берут кусочек волос, как брали у рабов, скатывают воск, потому что волосы считались как антенна, знаете, связь человека. В волосах хранилась память рода. Поэтому Петр Великий заставлял брить бороды и прочее, прочее. Он хотел отрезать как можно больше людей от своих корней и подчинить новым законам. Но до конца у него это не получилось. Он не просто так умер молодым. Он тоже разгневал определенные силы родов, понимаете ли. Лесных духов превратили в бесов. Точно так же, как и духов дома, которые охраняли. И человек начал их гнать. Чур меня, чур, начали звать батюшку, освещать и так далее. Люди, которые освещают дома и прочее, со временем начинают там болеть. Начинают понимать, что что-то тут не то. Я сколько знаю крещенных детей, они все болеют, болеют без конца и края. Почему? Отрезает от рода. Выгоняет тех духов, которые были даны человеку для того, чтобы охранять его жилище, а его выгоняют. Его называют бесом. С ним говорить нельзя. Ему ничего оставить угощение нельзя. Почему? Потому что это плохо. Как же каких-то бесов, понимаешь, это вы какие-то неверующие безбожники, как можно каких-то домовых там угощать и прочее. Прекращайте, не злите, не сердите Бога и прочее. Молитесь и так далее. Рецепт от всех болезней. Молитесь и больше ничего. И в итоге оказывается, что человек опустошает свое жилище, выгоняет банника, выгоняет домового, который хранит дом.
Он же изгоняет злых духов, он же изгоняет силы и энергии неудачи, понимаете? Разворачивает обратно и гонит из дома. Он же ухаживает за хозяйством, чтобы никто не болел. Он смотрит за детьми, чтобы дети не ушиблись, не упали, не ударились, не умерли, ночью не захлебнулись и так далее. Он всячески предупреждает разными звуками, криками и так далее. Я вам говорила, что ночью кто-то плакал, мне надоело, думаю, ну да что такое? Пошла, начала смотреть туда-сюда. Потом увидела, что кот там возле дверей стоит. Был ужасный мороз. Если бы кот остался на улице, может быть, и замерз бы. А я думала почему-то, что он дома. Он пошел, вернулся. Я всегда проверяю перед сном. Все дома, все спят. Думала, он дома. Оказалось, нет. Меня он разбудил, чтобы я кота впустила домой. Это спасло ему жизнь, понимаете? И вот такого вот полезного духа выгнать из дома. Домовой помогает, он нянчит детей, он смотрит за ними, он предостерегает, он что-нибудь уронит и где-то что-то ударится, упадет, и тем самым мать очухается, поймет, побежит, посмотрит, что ребенок там захлебывается, или ребенок перевернулся, упал в воду, и вытащит, успеет. Понимаете, вот это духи, которые дали человеку для того, чтобы они сопроводили, помогли, охраняли его дом, баню, хозяйство, дворовые, домовые, чтобы они изгоняли злых духов и так далее. И для того, чтобы ославить человека и его контролировать, надо срезать его от рода, дом его опустошить, выгнать этих духов, которые его охраняют и помогают, убеждая его в том, что они опасные, они бесы, их надо изгнать и выкинуть. И что получить помощь волхва или ведьмы, это с бесами связаться, это очень плохо. То есть всю жизнь молиться тебя никто не слышит, это хорошо. Идти и получить помощь, это очень плохо. Убедить его в том, что душу отдаешь за эту помощь, будет очень плохо, будешь гореть в аду и так далее. Для чего? Для того, чтобы поменять взгляд человека, чтобы он начал смотреть на мир глазами не свободного язычника, а раба. И контролировать. Нет у тебя предков, нечем гордиться. Родина, прочее, это старомодные вещи, мы современные люди, зачем нам это надо? И так далее. Вот так убедить людей, для того, чтобы человек стал без рода и племени. И тогда его легче обуздать. Знаете, да, как на Востоке очень страшно и ужасно порабощали человека, превращая его в манкурда. Когда в жару надевали на него медвежью шкуру на бритую голову, волосы росли и врастали в эту шкуру. И потом эту шкуру невозможно было с головы содрать. Его привязывали без воды, без помощи, прям вот оставляли на этой жаре. И он сходил с ума и забывал всех своих предков. И тогда легко его можно было натравить на собственную мать. И если вы читали Чингиза Айтматова, и век длится больше, и минута длится больше века, или, да, по-моему, так написано. Таким образом, молодого мужчину, Жаламан, по-моему, извиняюсь, если точно не помню, хозяин его отправил убить мать, и он это сделал. Когда она побежала, когда она пыталась его вернуть к жизни, напомнить, что у него была невеста, что он там жил в доме, что вот я такую колыбельную пела. Это очень тяжелый фильм. И в итоге он, значит, убил свою мать, потому что он не помнил свой род. Он был рабом, который исполнял прихоть хозяев. Ну и если человека сделать рабом, отрезать от рода, забыть, то есть чтобы он забыл о себе, забыл своих богов родных, забыл все силы
более того, он их обидит и выгонит из дома, он останется беспомощный. Им легко будет управлять. Дальше. Когда люди поняли, что у них отбирают все, что против их обычаев, традиций, которые имели определенные значения, они просто от балды и не ерундой занимались, а имели определенные значения. Когда люди поняли, что у них это отбирается, за это наказывается, они это все спрятали в сказках, в сказаниях, в былинах, в эпосах, в каких-то народных игрищах, традициях, обычаях каких-то, которые якобы несерьезные, но со смыслом. И вот мы с вами узнали про Кощея, про Бабу Ягу, про богиню Ягу, которая была наполовину костяная, наполовину женщина. Она находилась между мирами, проводница, которая исцеляла людей, принимая обличие бабушки. Вот ее так и назвали Яга. И уже говорила об этом, избу на курьих ножках. Божницы их называли. На севере не могли хоронить зимой, не получалось, суровая была зима, и умерших людей, особенно если там была чума или мор или что-либо такое, их складывали туда, в эти божницы, без окон, без дверей, но чтобы звери не добирались до тел и как бы не оскверняли эти тела, их ставили на большие столбы, и они напоминали такую избу на ножках. И в сказках не просто так, когда у Бабы Яги вокруг дома черепа, которые светятся. Почему черепа? И почему изба на курьих ножках? Поскольку она была проводницей, она была практически между жизнью и смертью, да, находилась, то, естественно, она обитала в этих избах, она приходила дозором, она забирала души. Это была ее изба, ее территория. И понятное дело, что умершие люди, черепа, символ того, что смерть, там, где смерть, там яга. Она приходила забирать души, помогала этим душам беспрепятственно, без страха перейти в мир Нави. И вот в этих сказках, былинах, сказаниях и так далее народ спрятал свое богатство, свои знания он спрятал. Он сказал, ну это не серьезно, это же сказки, можно же рассказать детям. Это же не настоящие, как бы, боженьки, от этого плохо не станет, но мы же не отрицаем, мы очень верующие люди, просто можно расскажу. Сказку ребенку. А в этой сказке, вот эта сказка ложь, да в ней намек. Знаете, да? Это вот об этом речь. Ведьмы спрятали свои знания под молитвами. Там, где было сказано именем Дождь Бога, сказали именем Отца и Сына, и Святого Духа, и так далее. И когда ты смотришь христианские молитвы, как бы, или заговоры христианские, так называемые, там молитвами не пахнет вообще. Там типичный заговор, просто знающий человек между строк читает, кому это было посвящено. Точно так же, как и черные люди из Африки, та самая рабсила, которую везли туда, и под страхом смерти заставляли принимать христианство, эти люди, боясь смертной казни, потому что за занятие своим, за поклонение своим богам и духам убивали человека. И люди начали маскировать своих богов Вуду, Эшу или Лоа, маскировать под христианских святых. И вот так вот папа Легба стал, значит, святым Патрика. Матерь Ошун стала святой Марией. И так далее. Это называется христианские маски. Так и называется. Христианские маски Вуду. То есть человек говорил: о, Легба, если я скажу там, что я молюсь святому Патрику, это я тебе молюсь. Прими мою молитву. Только прости, я не могу открыто это сказать. И вот приходил там плантатор, видит, они сидят, молятся.
поставили икону или там изображение католическое Святой Марии, Девы Марии, молится человек от благочестивая христианка. А она молилась не Марии, она молилась Ошун. Понимаете, в чем дело? Вот народ ухитрялся скрывать в своих обычаях, традициях, сказках все свое богатство. Теперь пришло время, когда это все возвращается. И как бы ни истерили некоторые товарищи в черных рясах, и как бы там ни пытались всех пересажать и всех преследовать, это видно, что возвращается язычество. И все эти выкрики возрождения и так далее, ну, они ни о чем. Я вам еще раз говорю, я знала много людей, которые были абсолютно по локоть крови, люди загубили не одну жизнь, и они построили храм. А вот храм, построенный народом много веков назад, за их деньги, за их возможности, собранные на народные деньги, она имеет больше силы. Почему? Потому что там честный труд, там честные деньги, там народная энергия, понимаете? Это даже не как христианская святыня, вообще место силы. Место, где энергия людей собрана воедино, и туда можно прийти успокоиться. Ну, кому-то, скажем так. Я, например, рассматриваю храмы как историческое наследие. Есть очень прекрасные работы. Это творение рук человека, это надо уважать, это вне сомнения. Например, в Великом Новгороде Софийский собор, и там есть двери такие огромные, из чугуна, по-моему, и сцены из Библии. Это двери, которые еще со времен Ивана Грозного они были. Он даже хотел снять и отвезти, то есть забрать с собой эти двери в Москву, по-моему. Да, уже Москва была. Тогда, да, Московия. Московское было уже княжество. Но каким-то образом он не смог это сделать, и они остались там. Через эти двери не входят. Они закрыты, они просто музейный экспонат. Очень красиво. Ну, Софийский собор, я не скажу, что он там шикарное, огромное здание. Нет, это маленький такой собор Святой Софии. На нем сидит голубь. Говорят, что когда голубь увидел, как Иван Грозный кидает бояр с моста в реку Волхова, голубь от ужаса, значит, окаменел и так и остался на Софийском соборе. И пока этот голубь есть там, у нас все будет хорошо, так считается. Охраняет нашу страну эта сила. Вот. То есть о чем я говорю? Я рассматриваю это как музей, как творение рук человека. У меня даже фотографии есть молодости на фоне Софийского собора. Как-нибудь надо будет посмотреть. Они в том этом остались. Ой. Ноутбуке. Ладно, неважно. Поехали далее. Волхвы, ведьмы, кудесники, целители и прочие учили человека, что духи, они покровительствуют человеку, с ними надо дружить, просить и получать их благословение, помощь, что лес – это храм. И когда человек идет в лес, он должен уважить хозяина леса, лешего, он должен привести какие-то подношения, тем самым обезопасив себя. Люди знали, что если в лесу увидят своего знакомого, которого не могли там видеть никак, что нужно бежать без оглядки, потому что это леший. Что если встретился старичок, который тебе показал, как выйти из леса, нужно идти в обратном направлении, в обратном. Что если ты не можешь выйти из леса, нужно снять рубашку, перевернуть и надеть задом наперед. И наизнанку. И тогда ты выйдешь. Что если река тихая,
или болото тихое. Не квакают лягушки, нет шума воды. В эти дни очень опасно купаться, это русальные дни. И что царь русалок вышел на охоту. Он вышел найти себе новую невесту. И люди это знали. И те, кто это игнорировал, они могли утонуть и тонули. Люди знали все эти тонкости, уважали. Они жили в ладу с природой. Поэтому они были счастливее, жили дольше и более полноценной жизнью, чем мы. Как только мы начали это игнорировать и говорить, что это все ерунда, что это выдумки, это пережиток прошлого и прочее, мы стали за это очень страшно расплачиваться. Наши кладбища начали появляться посреди города, что это очень неправильно. Люди через кладбище шли на работу, в школу. И многие из этих людей в ближайшие 10-15 лет ушли. Почему? Потому что каждый день, проходя мимо мертвых, забирая их энергию, кроме всего прочего, мир мертвых – это такое место, где нужно быть только в особые дни. Нельзя никак нарушать покой мертвых. А здесь люди проходят, как проходную дверь. Туда, обратно, по делам, проходят, дети играют, сидят на лавочках. Нельзя этого допускать. Но люди сигнорировали. Они забыли, что их предки выносили вообще подальше от города все эти кладбища, все эти погосты. До этого еще погостов и не было, жгли. Кремировали. Но потом, когда появились погосты с появлением христианства в основном, в любом случае, по старой памяти, все гиблые места и все таинственные места или мир смерти, он должен быть вне жилищ людей. Очень далеко. А здесь буквально все рядом ходят туда-сюда. Люди знали, что есть определенные кровавые пруды, которые берут все время жертву. И поэтому они лили туда пиво, вино. На берегу оставляли кровавые жертвы. То есть мясо с кровью могли оставить. И тем самым уменьшали жертвы. Потому что духи этого озера, они брали свою эту кровавую жертву и насыщались теми подношениями, которые приносили люди, и не забирали их детей. Это тоже сигнорировали, и над этим тоже ржут люди. Да ну вас, да перестань, да что вы. А если ты сидишь и начинаешь спрашивать, а вот сколько людей утонуло за 10 лет в вашем пруду или там в вашем озере, оказывается, достаточное количество, 10-20 человек. Значит, каждый год это озеро забирает по одному или по 2 человека. И что же здесь неправда? И много другое. Люди забыли, что, невзирая на то, что мы высокая, великая, не знаю, просвещенная цивилизация, что когда у профессора дома начинается чертовщина, он приходит к ведьме, к той самой неграмотной бабушке, за помощью, потому что в этом деле он бессилен. Он может квантовую физику разложить и рассказать нам, и решить самые сложные задачи, но он не может договориться с духами, которые его не слушают. И им совершенно наплевать, знаете как, с какой стороны его папаха. Им все равно. Им все равно на твое положение, им все равно, кто ты, хоть прокурор, хоть министр, хоть президент. Они будут подчиняться, слушаться только вот этой безграмотной бабушке. И она может прийти, поговорить с ними, попросить уйти, договориться, что-то оставить, рекомендации дать и уйти. После этого все стихнет. И люди разумные понимают, что их положение среди людей совершенно не колышет духов. Ты для них, твои привилегии и регалии ничего не значат. Они ценят по другим критериям людей.
Люди знали, что ночь – это грань между мирами. И что сон – это не просто лечь и отдохнуть. Что во время сна душа человека выходит. Выходит и путешествует в иных мирах. И поэтому очень опасались не проснуться. И поэтому охраняли сон. Например, самый страшный дух – это ночница. Женщина с белыми глазницами или с черными, или безликая, или худощавая, страшная, с большими когтями, которая тянулась к человеку, обматывала его, начинала душить. Ночница могла убить ребенка маленького, если у него не было защиты матери. И поэтому люди очень трепетно к этому относились. Они приглашали знающих женщин, которые оставляли какие-то амулеты, обереги, окуривали полынью или с чем-то, или чертополохом, потому что таких редких запахов она боится. Ну, не то, что боится, не нравится ей это все, некомфортно. Как бы отсекает ту самую энергию, которую ей нужно забирать у людей, энергия страха. То есть относились люди к этому серьезно. И у каждого из вас хотя бы раз в жизни был ночной паралич. У всех по-разному оно называется. Но оно сопутствует и бывает. И нападение во сне, и звуки, и голоса. Просто наш мозг так устроен, он нам помогает это все забыть. По крайней мере, отводит на этот дальний чулан памяти для того, чтобы человек, ну, как бы не сошел с ума. Тяжело с этим потом жить. Понимаешь, что вот кто-то был, который чуть ли не в ухо заорал ночью, и ты проснулась или кинулся и начал душить. И дабы тело потом отдыхало, человек, то есть мозг отводит это очень далеко, и иногда человеку кажется, ну, наверное, мне приснилось или показалось, и он сам не хочет в это верить. Кроме всего прочего, наша энергия выходит, душа, ну да, энергетический кокон, он выходит, путешествует в мирах, мы встречаем разных людей. Ну, у всех по-разному. Некоторые вообще сны не запоминают. Это сон, так называется сон. На самом деле это не всегда сон. Это встречи. И когда ваши сны сбываются, и очень часто, вы начинаете убеждаться в том, что это не сон. Это просто вы встретились с душой чьей-то там. Кто вам дал подсказку? Сказал такие вещи, которые потом сбылись или которые подтверждение потом получили свое. И это означает, что ваш мозг не может такие вещи вам выдать. То есть мозг не знает, что там какой-то Вася Петечкин, да, заболеет, сломает ногу через 2 дня, и вот он вам выдает вот такое, или некоторые говорят, ну, желаемое за действительное, это чушь собачья, потому что во снах могут прийти такие подсказки, и о таких событиях может идти речь, что ты даже не думала на эту тему и не знала этого человека. Во снах могут тебе показать просто копию, скажем так, встречи с кем-либо в кафе или где-то еще. А ты не знаешь это кафе, никогда не видел это кафе. Ну, как-то, проезжая мимо, случайно видишь вывеску и вспоминаешь, где я видела это все, где. Во сне. Ты идешь, садишься в это кафе, приходит официантка, такая же, как была во сне, приносит меню, говорит слова, которые тебе во сне показали. Подходит человек, который тебе снился, он что-то там тебе говорит. И в этот момент в этом кафе случается то, что тебе во сне показали полностью. Ты встречаешь мужчину, которого любишь, за которого потом выходишь замуж. Тебе полностью это показали. Как может наш мозг вот так захотеть, запланировать? Ну, просто это мозг, когда ученые не знают, как объяснить, да, как сказал один из великих жрецов Вуду, когда наука поднимется в гору, то увидишь, что магия уже там давно властвует. Не могут они все объяснить.
пытаются, но не могут. Хотя ученые тоже начинают приходить к выводу, что не все это объяснимо. Предисловие долгое, но не случайно. Итак, где мы с вами встречаем мир потусторонний или смерть, врата смерти, если хотите знать, или Навии, мир духов, где переходы, где порталы, помимо тех алтарей и прочее, которые мы дома создаем, искусственно создаем эту связь, нарабатываем, усиливаем, даем энергию. В конце концов, у нас дома место как бы прямой связи с Кремлем. Ну, практически так можно сказать. Вот мы подошли к алтарю, там уже настолько наработано, настолько сильно окуриваются травы, ставится кофе, благовоние, там просилось, там проводили ритуалы, все, оно уже очень сильное место. Может весь ваш дом стать порталом, понимаете? Но есть определенные места, где, например, ваши мольбы, просьбы, заговоры, крики, призывы, зазывы получается лучше и сильнее. И эти места часто используют в магии. Не случайно. Потому что это порталы. Ну, вот от греческого порталос, значит, врата. Открываются. Это открытые врата. Где тысячелетиями человек приходил за помощью и получал эту помощь. И возле этих врат надо вести себя очень аккуратно, осторожно, знать, что ты делаешь. Готовиться к этому, если вы что-то делаете возле этих врат. Ерундой не заниматься, иначе это наказуемо и так далее. Вот я вам сейчас перечислю 13 врат Нави, то есть 13 порталов, через которые мы переходим где-то специально, где-то намеренно, где-то само по себе получается. Вот 13 врат перехода в мир духов. Я сначала их перечислю, а потом объясню вам. Баня, лес, печь, река, погост, порог, перекресток, колодец, кузница, поле, зеркало, мельница и сон. 13 врат, порталов. В этих местах все, что говорится, делается, просится, обращается и так далее, получается сильнее. И в хорошем смысле, и в плохом смысле, смотря что вы там просите. И почему они являются порталами. Сейчас я вам это все объясню. Итак, поехали. Итак, баня. В бане объединяются 4 стихии. Огонь, печка в бане, вода, естественно, ну, воздух, пространство и земля. Эти все 4 стихии там объединены. Почему? Земля в основном баню устроили из... Ну, печь, она в основном была из глины или глиной как бы закрывалась, камень и прочее тоже считалось энергией земли. В бане часто гадали, смывали негатив, оздоравливались, очищались, начитывали там, проводили разные ритуалы на замужество и прочее, прочее. Маленьких детей там заговаривали от сглаза, от порчи и от прочего. Баня смывает всю эту черноту. Почему место перехода и портал? Потому как это место, где приходят, то есть куда приходят и силы потустороннего мира, особенно после полуночи. Именно поэтому там купаться было нельзя после полуночи.
жена банника Абдериха могла ободрать кожу или ошпарить кипятком. Это было опасно. Но зная, что после полуночи баня полна духов, человек мог подойти, постучаться в двери и попросить, сказать свою просьбу с уважением. И тогда они слышали и помогали. То есть это определенный портал. Там обитают силы. Силы, которые приходят, силы, которые могут услышать эту просьбу, силы, которые оздоравливают. И банные духи, они съедают, жирают болезни у человека. Черную энергию. Они этим питаются. Именно поэтому там это все скидывается, отдается им. Но это точно так же. Что такое портал? Это когда материальный мир соединяется с духовным. Вот свеча. Материальный мир соединяется с духовным. Создается портал. Свеча горит, вот огонь, он открывает дорогу, портал. Это как стук. Вот вы постучались, вам оттуда что надо, и вы говорите свою просьбу. Вот это и есть порталы. То есть места открытые, где вас быстрее слышат. Люди были не глупые, понимали это, поэтому свои определенные просьбы, работы, гадания и прочее, они проводили в таких сильных местах, где сразу же услышат их, чтобы особо много энергии не тратить. Банный дух, если его задобрить, если все эти соблюдать традиции, обычаи, банный дух во многих вопросах человеку помогает. Он может даже убрать смертельные болезни. И таких рассказов тоже немало. Когда женщина узнала, что у нее онкология, поехала, значит, привела в порядок дом своих родителей, которые давно умерли. Там была банька, и она решила, что лечиться не будет, ничего делать не будет, хотя не призывает этого делать. Это так. У нее получилось, у вас может не получиться, поэтому у каждого индивидуально. Но, видимо, ей просто сказали, что у нее уже нет шансов. И она решила, что нету и терять нечего. Начала постоянно ходить в баню, просить эти силы, саму смывать этот негатив. Бабушка там чего-то ей научила, она это делала и так далее. И через некоторое время у нее болезнь то есть сошла на нет. Хотя она пыталась и так, и сяк, и то есть врачи разводили руками. Банный дух, банная сила, порталы, силы, которые там обитают, они содрались, сняли с нее вот все эти страшные энергии смерти и болезни. Веники. Веники считались, поскольку их изготавливали из разных трав, они не только оздоравливали, они еще имели определенную энергию, силу. Они как будто бы били вот эти все злые энергии, да, хлестали. То есть они их избивали и выгоняли изнутри, из кожи, из жизни человека. Банные обряды на красоту и здоровье, в частности, например, День Макуши, пятницу. Считается, что если в пятницу провести банный обряд, то есть вот искупаться в бане, то можно обрести красоту и, собственно, оздоровиться и привести себя в порядок. Я такую работу вам как-нибудь подарю, но, к сожалению, просто не у всех есть баня, но в любом случае. Ну и гадания в бане почему лучше получались, потому что открытые порталы, духи приходили и отвечали на вопросы. Хотя и тоже не рекомендую, немножко это, не немножко, а очень даже немножко это опасно все-таки. Поэтому это тоже имейте в виду. Далее, лес. Лес – это территория духов. Деревья считаются местом обитания духов. Деревья корнями уходят в черное царство, темные, а кроны поднимаются в светлое
то есть к небесам, к солнцу. Поэтому они между мирами стоят, эти деревья. Они считались вообще-то священными созданиями, и многие говорили, что это некая разновидность жизни. Даже ученые иногда говорят, что это не просто бревно какое-то, это какая-то разновидность жизни, который нам еще неизвестен. Природная энергия, естественный эфир, который успокаивает нервную систему, духи растений, хранители леса, которые дают человеку вот эту силу скрытую, которые слышат, помогают, которые поглощают злую энергию и дают взамен добрую энергию. Определенные сорта деревьев, которые служат для разных целей, та же самая осина, орешник и прочее, прочее. То есть есть деревья-убийцы, есть деревья, возле которых человеку может стать плохо, а они вампиры. Есть деревья, наоборот, доноры. То есть это целый мир, целое царство духов. И поэтому, если некоторые вещи там прийти, попросить и крикнуть, и сказать, тебя услышат. Не просто так люди, когда нервничают, уезжают в лес отдохнуть, посидеть, пикники устраивают. Они берут силу оттуда, а взамен оставляют вот эту отрицательную энергию. Они разговаривают между собой, изливают душу. Может быть, одни идут, сидят, плачут, разговаривают с этими деревьями, силами, с речкой, со всеми, значит, живыми душами леса и так далее. И становится очень даже спокойно на душе. Не просто так задабривают лешего, не просто так задабривают лесных духов, чтобы они принимали их. Чаще всего лесные духи это принимают и могут помочь. Бывали моменты в 90-е годы, когда люди скрывались в лесах от всяких бандитов, и лес их не выдавал, хотя те шерстили, приходили, смотрели и как будто бы не видели их. И такие истории есть. Мне одна женщина рассказывала, что ее просто как будто бы не видели. Ее бабушка научила просить лешего о помощи. И она просто стояла возле деревьев, они несколько раз прошли мимо, светили этими фонарями, и днем приходили, не нашли ее. И в конце концов там, в общем, это все решилось в ее пользу, но она там скрывалась. Защитные есть деревья, например, там ясень, дуб, береза. Это определенные порталы. Есть ядовитые леса, есть всякие галлюциногенные грибы и прочие, которые плохо, конечно, влияют на психику, но тоже открывают мир духов. И это очень страшно. Некоторые люди такими вещами увлекаются, а потом сходят с ума. Так что имейте в виду, видеть мир духов не есть хорошо. Это не потому, что эти грибы и вещества обладают определенными, не будем говорить, свойствами, да, каких-то веществ. Не только из-за этого. И это не фантазии мозга. Когда человек пьет или что-то колет, или что-то нюхает, у него падает вот этот занавес, и раскрывается мир духов. Его защита больше не срабатывает. Он видит мир духов таким, какой он есть. Именно поэтому многие после определенных веществ сходят с ума, хотят прыгнуть с окна и кидаются на людей. И кажется, что там вокруг чудовища. И это им не кажется, они их видят, просто мы их не видим. Потому что у нас здоровая психика, а он из-за этих веществ отключил эту защиту, она открылась. Ну, не зря же некоторые шаманы используют определенные вещества, чтобы войти в транс, чтобы увидеть мир духов. Но даже они знают, что этим всем злоупотреблять можно сойти с ума и оказаться в дурке. Поэтому они как бы это делают так, в меру. А обычному человеку тем более такое трогать не стоит. Лес восстанавливает, укрепляет, приводит в порядок. Лес слышит. Именно поэтому я и всегда говорю, что нужно
оставлять возле деревьев. До меня никто никогда это не говорил. А я говорю и объясняю, почему. Потому что духи обитают на деревьях. И они сразу забирают это все. Это сразу уходит в потусторонний мир. Понимаете, вот почему есть определенные вещи, которые нужно читать вот там, возле печки, нужно читать в лесу, нужно читать в бане и прочее. И я объясняю, почему. Потому что это порталы. Там вас сразу слышат. Далее. Печь. Печь это всегда являлась сакральным центром мира. Символ плодородия. Вот когда-нибудь слышали, да, когда Баба Яга съедает детей, в печи печет их и так далее. На самом деле это древний обряд. Допекать ребенка называется. Его, обматывали тесто ребенка, который все время болел, и клали на теплую, в теплую печь, теплую, конечно, абсолютно не горячую. Вынимали это все. Когда печь уже была теплой, можно было ребенка там положить, и он бы не почувствовал дискомфорт, ребенка туда клали. Это называлось допекать. Вот не доделали его здоровье, и поэтому он такой слабенький родился. И после этого обряда ребенок шел на поправку. Он становился таким бутусом, кругленьким, толстеньким, переставал болеть, а хлеб отдавали собакам есть. Вот отсюда и легенда о съеденных в печи Бабой Ягой детях. Возле печи или под печью, или внутри обитал домовой. Свадебные ритуалы и прочие делались возле печи. Печь была кормилицей. Там готовили, варили, грели воду, готовили кашу, пекли. Она была кормилицей семьи. Она обладала силой, энергией хранения. Давала жизнь, давала пропитание семье. И зола применялась как оберег. Я вам скажу, что у нас бабушка мазала золой чуть-чуть, вот под рубашкой, там, руку или плечо, чтобы нас не сглазили. Зола дома охраняет ребенка вне дома. С собой носили в мешочках золу, как оберег. Золу кидали в воду, чтобы духи злые не испили воды, не испоганили воду, чтобы вода не превратилась в яд, чтобы мы не болели потом. Кидали уголек, ночью не золу, извиняюсь, уголек кидали в воду, горячий уголек, и как бы она охраняла воду в нашем доме, в этих ведрах. Печь – источник огня. Огонь – очищающая сила. Печь сжигала, убирала всяких злых духов, которые приходили в дом. Начитывали на печь, начитывали на дым, дымович, батюшка огонь, матушка дым, матушка печка, батюшка печь, по-разному называли. То есть это место, где духи приходили, слышали, обитали. Вокруг очага дома собиралась вся удача и достаток и прочее. Печь грела, печь кормила и прочее. Печь была священным местом, порталом. Невеста, которая приходила в дом, она должна была первую ночь возле печи совершать определенное омовение, тем самым показывая свою покорность и уважение к этой семье. Потом разбивали внутри горшок, то есть раскрывали ее женскую силу, чтобы она забеременела, родила много детей. Поскольку там обитает домовой, естественно, домовой имеет связь с миром духов. Естественно, домовой как посредник семьи. Через домового просили о чем-то, и домовой, доносил до определенных
верхних созданий, верхних порталов, миров, духов и так далее. Потом считалось, что на печи сидят и наблюдают за семьей духи предков. И поэтому на печь клали молоко, еще что-нибудь ставили на ночь для предков. Ну и целительное и как бы силу печи мы тоже не обсуждаем, да, многие люди исцелялись благодаря печкам и вот этой силе, исцеляющей, дающей энергию, убирающей болезнь. И детей клали на печку, как на самое теплое место в доме, где их от морозов спасали. Но вообще печь, особенно русская печь, она, конечно, давала такое тепло, что весь дом еще несколько дней был в таком... Особенно в лютые зимы печь была очень важна. Кроме всего прочего, хочу вам сказать, что в некоторых избах таким образом все это делалось, что одна часть была жилая для людей, другая часть для хозяйства, для скотины, лошадей, там, коров и так далее. И вот эта печь, другая часть выходила именно вот в это вот хозяйство, подсобную часть дома, и грела это все. То есть там и собаки, и кошки, котята обитали, свиньи, поросята и так далее. Все они грелись от этой печи огромной, которая наполовину была в доме жилом, между, то есть людьми, и между вот этим хозяйством. Она грела этот огромный дом. И, естественно, она была центром поклонения, естественно, ее любили, отбеливали, бережно относились, потому что иначе люди бы просто, ну, как бы не выжили без этой согревающей огромной доброй силы. Следующая река. О реках мы с вами уже говорили, что это межу. Когда за людьми гоняется злая сила, человек бежит, заходит в реку и тем самым спасается. Реке отдавали монеты, кидались ключи для того, чтобы открыть дорогу человеку. В реке умывались, в реке очищались, в реке лечили болезни. С помощью реки вызывали женихов. Именно река. Место силы. Портал. Двигающаяся вода, да. Стекает, протекает, как жизнь. Уходит, открывается. Река жизни, река смерти существует. Река объединяет в себе воды, все воды, которые существуют. Это подземные воды, которые питают, да, подземные источники. Наземные воды, обычные источники. Это небесные воды, то есть это снег и, значит, дождь. И вот эти все воды объединяются, и поскольку вода, она вездесущая, вода может стекаться и протекать и там, где умершие находятся, и где корни деревьев. Вода везде проникает. Везде есть. И вода считается символом жизни и смерти. Именно река. Река – это очень мощный, огромный портал. Неважно, какая это река. Маленькая, большая речка, просто источник. Но это портал. И почему люди рассказывали свой плохой сон реке, бегущей в воде? Потому что она уносила этот ужас, и оно не сбывалось. Вот этот вещий сон, который говорил о чем-то плохом, о чьей-то смерти, о разорении и так далее, нужно было рассказать бегущей в воде. Итак, еще одни врата или один портал. Значит, по реке плывут духи. Мы их не видим, они есть там. Русалки там обитают, живут.
Там живут различные духи, которые могут помочь, исцелить, убрать неудачи, открыть дороги. Священный источник, например, Ганг, считается священным источником. Проводник в загробный мир, как Стикс, или смородина в славянской мифологии, река, проводник, река, которая считается огненной, либо река, где перемешались, да, огонь и вода. Разделяющие сознательно-бессознательно, материальный, духовный мир. Река, которая стекается в подземные миры, уносит души. Река, которая отделяет мир мертвых от живых. Река может объединять, река может разъединять. На мосту стоя заговаривают, что-то кидают в реку и открывают дороги. Сакральная река. Река может стать как рекой забвения, так и рекой обновления. И поэтому реки – это, безусловно, очень сильные, мощные порталы, возле которых произнесенные слова, например, у жителей Карелии есть такая традиция, когда они отдают реке куклы или хлебные младенцы, называют, из хлеба лепят, отдают и говорят: вот тебе младенец из хлеба, дай мне настоящего взамен. И через некоторое время женщина беременеет, понимаете? И так вот таких как бы обрядов и прочее, связанные с рекой, огромное количество. Далее. Погост. Ну, погост, мне кажется, не нужно вам говорить. Это уже даже, ну, немного обновим в памяти. Погосты в основном появились с появлением христианства. Но до этого вот этими местами, порталами, погостами служили гиблые места. Болотистые места, места, где люди погибали, оставались, пропадали и так далее, тоже считались погостами. Но вообще, само по себе погост – это кладбище, где есть часовня или церковь. Где нету – это кладбище, где есть – это погост. В общем, вот так вот отличается. Одно и то же, в принципе. Ну, почему это портал? Ну, потому что там обитание духов, естественно, мертвых. Там мир мертвых, там царство мертвых. И если там эта земля или эти духи могут исцелять и уничтожить, то, конечно, там проводятся разные обряды. От порчи до исцеления, спасения, до просьбы, до того, чтобы оставить там все свои бедствия, до просьбы к мертвым прийти на помощь и прочее, прочее. Это, значит, обращение к усопшим, когда просят о помощи, просят какой-то знак, просят помочь, подсказать, прийти во сне и так далее на погосте. Это их непосредственная помощь именно напрямую, ну, когда проводят какие-то ритуалы, обряды и прочее, для того, чтобы вылечить, исцелить, помочь, закрыть суды, остановить человека, еще что-нибудь связывает силу смерти с определенным, ну, как догмат, да, одну правду с другой. Вот как этот мертвый не встанет на своих ногах, в свой дом не пойдет, так, чтобы такой-то, такой-то меня не преследовал или не мог меня одолеть. Мертвый встанет, пойдет, нет. Ну, по крайней мере, за нашу жизнь этого не случится. И, следовательно, одну истину с другим. Раз уж мертвый не станет, значит, и то правда, что такой-то человек меня не одолеет, не сможет мне ничего сделать, не победит. Знания получить, ну, это уже практикующие люди, которые приходят. Защиту получить, да, и прочее, прочее. Но обязательно нужно соблюдать все
значит, важные аспекты. Вы должны это понимать, что если вы перейдете грань, либо вы сделаете не как нужно, либо вы не будете соблюдать эти все правила погоста и прочее, то за это может быть наказание. Поэтому с погостами уж прям будьте осторожны и не проводите работы непроверенных мастеров. Если вы их не знаете особо, поэтому не стоит. Порог в магии. Ну и портал. Что означает и почему это портал? Уже об этом было сказано, недавно давала ритуал. В любом случае, еще раз освежим. Раньше у порога хоронили старшего в семье или кого-то из членов семьи, или младенца. И эта сила умершего предка оберегала дом, не пускала чужих. И переступая через порог, вы переступаете, то есть вы выходите в иной мир, заходите обратно в свой мир, в свой дом. И вот это вот дверь в иномирье, дверь в Нави, дверь в мир духов. Порог нужно кормить, порог нужно задабривать, порог нужно уважать. Нельзя через порог ничего передавать, иначе передашь мир мертвых, то есть отдашь абсолютно другим силам. Именно поэтому вот это место, оно считается порталом. Вот поэтому возле порога нужно стучать обувью пропавшего человека, просить, чтобы он пришел, и он придет, потому что духи порога или по ту сторону, потусторонний мир тебя сразу слышат. Вот где твой порог, там портал, прямая связь с потусторонним миром. Поэтому через порог нужно кричать имя человека, которого ты хочешь призвать. Поэтому у порога надо стоять, зажигать свечу и что-то там начитывать, защищать дом. Или вбивают колья возле порога, чтобы не переступил враг. Или лавровый лист вешают наверху. Или символы богатства у порога оставляют. Или просят у порога начитывать защиту, чтобы в дом не пришли лихие люди. И так далее, и так далее. Почему? Потому что как только ты высунул, грубо говоря, через порог свой нос, ты оказываешься в другом мире. Перешагнул, вышел, ты вышел в мир людей. Но вот это вот межу, вот это вот пограничное место, это очень сильное место. Если у вас есть какие-то просьбы и прочее, говорите возле порога лучше. Но остерегайтесь, потому что дома, когда люди ссорятся между собой и через порог проклинают друг друга, и там желают, да чтобы вы все передохли, чтобы этот дом сгорел, как вы меня достали, чтобы вас не было, когда же я уже устала вас видеть. Это все услышится. И дом может сгореть, и все могут передохнуть, и все это может случиться. Контролируйте свои слова, особенно когда вы говорите это возле порога. Когда ваш ребенок переступил порог и идет в школу или куда-то еще, глядя ему в спину, пожелайте ему хорошее. Попросите духов рода уберечь его от всяких напастей и вернуть домой живым. Именно поэтому через порог переступают люди, уходят, а сзади льют воду. Это дают порогу напиться, чтобы порог не напился их крови. Они ему, по некоторым традициям, они льют в глаза черным силам, закрывают им глаза, чтобы эти силы не видели тех, кто вышел только что и едет, и так далее. Вот поэтому порог это очень сильный и один из 13 порталов врат в Нави, потусторонний мир. Далее, колодец. Морозко, помните сказку? Опять скажу, что в этих сказках и сказаниях, легендах и рассказах народ спрятал свою древнюю мудрость. Так вот, колодец. Она спустилась в колодец за ведром и попала в другой мир, правда? Это граница между мирами, колодцы все.
Пустой колодец – это плохо. Если у вас во дворе пустой колодец, лучше его засыпать, чем оставить в таком состоянии. Потому что обязательно туда поселятся злые духи, которые принесут неудачу в твой дом. Это источник жизни, там вода, источник мудрости, пророчеств, источник защиты дома от лихих людей. Если в колодце прокричать то, что ты просишь и хочешь, в скором времени ты это получишь. Так считалось. Колодец надо было кормить, иногда кидать туда хлеб. Более ничего, не осквернять, не... Хлебные крохи кидали туда духом колодца. Но так это было изредка на какие-то праздники. В основном рядом могли класть, поставить. Это символизирует глубину подсознания человека и глубину того вот этого вот мироздания, да, мира духов, в который мы не можем никак проникнуть до конца и понять, что там есть. Границы миров. Вот через колодец связывались с духами умерших родственников. Нужно было несколько дней прикармливать или заманивать дух родственника. Возле колодца ставили блины, мед, иногда вино. Несколько дней квас, черный хлеб, по-разному. И говорили, что приходи к этому колодцу, в такой-то день буду ждать. Приходи, в такой-то день буду ждать. И уже когда, там, предположим, 3 дня проходило, приходили к этому колодцу и начинали говорить с ушедшим человеком, глядя на отражение воды. Он мог проявиться, поэтому нельзя было прям вот смотреть туда. Надо было таким образом, то есть говорить, чтобы голос твой шел вниз, но чтобы ты не наклонилась прям вот туда. Иначе он мог тебя и утащить туда. После чего вы озвучивали свою просьбу и быстро закрывали вот это вот верх колодца. И уходили. И в эту ночь нельзя было подходить к этой воде. Через некоторое время эта просьба будет услышана, и все получится. Ночью снимать, то есть поднимать молча, без звука, без разговора воду, прийти умыться. От головной боли так лечились. Лечились от различных там порч и прочее. Тихая вода называлась, или безмолвная вода. Иногда во время всяких разных гаданий, святочные и прочее, нужно было прокричать свою просьбу в колодец несколько раз и отойти. Ну, например, там, хочу родить ребенка, или дайте мне ребенка, или что-то в этом роде. Ну, в общем, все, что хотели люди. Вода из 3 колодцев, вода из 7 колодцев собиралась для того, чтобы чистить человека или снять порчу. Интуиция, подсознание развивал колодец. Колодец мог помочь для того, чтобы приснился вещий сон. Если возле колодца попросить, сказать свою просьбу и спросить решение какой-то проблемы, через некоторое время у человека, значит, снится вещий сон, где ему говорят, дают подсказку по его просьбе. Кузница. Почему кузница в магии и вообще считается магией, считается порталом. В язычестве, пускай как хотите. Дело в том, что кузнецы считались колдунами испокон веков. К ним шли, чтобы лечить бесплодие, изгнать бедствие из дома, убрать родовые проклятия. Как это происходило? Он стучал по металлу, искры летели. Человек сидел молча, а тот ходил и стучал по металлу. Или возле печи сажал человека и, значит, вокруг ходил и стучал по металлу, изгоняя злую силу изнутри человека или вокруг человека. А
огонь сжигал. Кузнецы были сильные, мощные, могущественные мужчины. Но представьте, всю жизнь бить в этот металл, это, ну, как бы, мышцы наращиваются, бицепсы, знаете ли, фигуристы древнего мира, скажем так. И они считались мощными, сильными. Кроме всего прочего, кузница – это место, где ковали все необходимое для человека. Это, значит, для лошадей подковы, оружие для защиты, артефакты и прочие. Вот кованые различные предметы, они хранили в себе силу кузнецов, силу их мастерства, силу огня вбирали в себя. И считалось, что на эту энергию, на эту мощь прилетают различные духи. Который, значит, подчиняется кузнецу, и его называли заклинателем металла, огня, и все, что он создавал, обладало душой, потому что это был не ширпотреб, не заводской, там, через эти какие-то инструменты пронесли. Нет, это было сделано человеком, он вкладывал туда силу, душу, и поэтому считалось, что со временем вот это вот хранилище энергии привлекало духов, и поэтому открывались порталы, там открывались двери. И духи огня, духи, боги огня и прочее покровительствовали этому человеку. И это место было уже местом оздоровления. Некоторые считали, что кузницы, они как бы находятся в жерлах вулканов. То есть эти места когда-то в древности были жерла спящих вулканов. Или наоборот, что жерла вулканов – это кузницы древних богов, в которых куют разные предметы и артефакты, просто наши глаза это не видят. И так описывали, например, того же Гефеста, который был бог, значит, кузнец, который научил обращаться людей, правильно обращаться. Огонь-то принес Прометей, а вот обращаться с огнем и ковать железо, и изготавливать различные оружия или предметы быта научил Гефест. И если у вас есть даже заброшенная кузница, и вы можете узнать, где это находится, прийти туда, что-то начитать, ваша просьба очень быстро будет услышана. Я для чего вам говорю про эти порталы? Какой в них смысл? Друзья мои, порталы – это места, где вас услышат сразу же. И поэтому люди, которые, например, делают какие-то ритуалы, работы и прочее долго, у них что-то не получается, вот вам подсказка. В каких местах врата открыты и где вас сразу услышат. С какой бы просьбой вы ни обратились. Если уж вы ритуалы там проведете, тем более вас услышат. А уж то есть ритуалы и заговоры, видите, уже летают определенные силы. Вас услышат сразу же. В любой точке мира эти перечисленные мной порталы существуют. Если уж кузницу не найдете, то колодец, наверное, найдете. Печь найдете, лес тем более. Баню, реку. Понимаете, о чем речь? Поле, как портал. Поле – это место различных сил. Поле – символ жизни. Жизнь прожить, не поле перейти. Слышали, наверное? Открытое пространство. Поле иногда может быть лысое, потому что там настолько сильная энергия, и когда-то были капища, что трава не растет из-за этих энергий. Поле – это простор.
И в ритуалах, в заговорах очень часто слышите такие слова. Выйду я во чисто поле, великое раздолье и так далее. Это символически в тонком плане открытый портал, открытое место, где соединяются земля, воздух, иногда рядом протекает и река. И эти стихии усиливают и притягивают туда как можно больше сил, энергии, различных энергий. Это место, где тебя услышат, где по всем сторонам света твой крик, твой голос, твоя просьба распространится сразу же. И заклинание услышится. Смешанная магия, хаотичная магия. Потому что там есть и магия сила, если это тем более не просто поле, а пшеничное поле, которое кормит людей, то есть обладает энергией. Живительная сила, она же дает жизнь. Неважно, ячменное поле, кукурузное. Это продукты жизнедеятельности человека и не только человека. То есть она оберегает и дает жизнь. Значит, обладает силой жизни, дарующей жизнь. Но в то же самое время это открытая местность, где духи приходят, слышат и помогают. Но в поле лучше всего просить защиту, укрыть вас, помочь и дать возможность выжить в трудные минуты жизни. Поле – это портал, где просят защиту и благополучие. Не любовь, не прочее. Здесь такие энергии плохо работают. Но в любом случае вот эти вот энергии защиты и благополучия, потому что пшеница, травы, которые объединяют свои энергии, свои все способности, возможности, у них разные энергии тоже объединяются воедино. Вот хаотичная вот это все энергия, сила всех разных растений, разных созданий, существ, живущих на этом поле, сила земли, сила воздуха, неба, да, и так далее. Оно создает вот мощную энергию, где вы приходите, просите, и вас слышат сразу же и помогают. Но в основном поле для защитных работ и для благополучия. Это запомните. Может и другое, конечно, услышать и помочь. Но вот именно вот эти вот варианты работают намного лучше и быстрее. Мельница. Портал. Мельница объединяет энергию воды и рукотворную энергию человека. Мельник, который имел много клиентов, к которым много людей шли, считалось, что этот мельник, он вступил в сговор с лешим и дает ему потихоньку каких-то жертв. Кидает туда кур, льет воду, еще что-нибудь, чтобы сила воды, она все время крутила это колесо. Мельника считали связанным с темными духами. Многие мельники занимались контрабандой. В мельницах иногда прятали беглых преступников. И за это мельникам платили. Это были очень хитрые, продуманные и, скажем так, хорошо живущие, зажиточные люди. Человек, которому доставалась мельница, считает, что это обеспечило ему всю жизнь, потому что перемолоть пшеницу нужно было всем и всегда. Или люди шли, люди несли деньги, несли какие-то продукты, украшения, когда был обмен там и так далее. Он считался человеком очень богатым, зажиточным, защищенным, удачливым. Сила ветра, энергия ветра приносит в движение, то есть приводит в движение
пространство постоянно. Естественно, там открывается портал, дорога, силовое поле. Иногда мельников считали колдунами, которые имели доступ к каким-то сакральным знаниям и были как бы посредники. И мельница, она считалась опасным местом, хотя приходилось пользоваться услугами мельника, никуда не денешься. Но мельница считалась пограничной зоной, такой межу, то же самое. Потом мельницы стояли на отшибе. Эти места считались местами нечистой силы. То есть злобных духов, которые могли, как бы сказать, навредить человеку. И не каждый находил с ними общий язык, и мельник поэтому считался колдуном. Управлял этими стихиями. Некоторые считали, что это колесо крутят черти, что он с ними в сговоре для того, чтобы разбогатеть. Вот он им что-то дает, а взамен они ему помогают, крутят и так далее. Потом вот это вот постоянное движение этого места, оно создает, конечно, энергию перемен, энергию удачи и энергию больших свершений. То есть это активизирует пространство. Если человек приходит, и вот эта мельница крутится, в этот момент человек говорит свою просьбу, то его просьба разносится на все 4 стороны света. И сбывается быстрее, потому что в этот момент как бы двери были открыты, и вот человек пришел и озвучил свою просьбу, попросил. В мельницах, возле мельниц всегда просили о богатстве, об удаче и о том, чтобы дали им определенные знания. Это не для того, чтобы стать ведьмами и колдунами, а чтобы через вещи и сны им сообщали, как себя вести в жизни, значит, что делать. Ну, то есть давали ответы на все вопросы, которые требовались, которые нужны были человеку, собственно говоря, для хорошей, вольготной, спокойной жизни, чтобы ему помогали, вели его по жизни. Вот мельница еще один портал. Перекрестки. Перекресток – это место. Знаете, в армянском языке перекресток означает хачмерюк, что в переводе означает «здесь крест умер» или «смерть креста», или в этом месте крест не действует. То есть это место, где религия не имеет никакой власти, где властвуют совершенно иные силы. И это портал. Именно поэтому на перекрестке кричат имя человека, он является. На перекрестке откупают, составляют, сразу уходит мир духов, это энергия денег, и ваша просьба сразу слышится. Почему? Вот, скажите то-то и это, отнесите на перекресток, киньте через левое плечо, скажите откупаюсь и уходите. И у вас все получится. Почему? Потому что перекресток это портал, и то, что вы принесли, оставили и попросили, у вас сразу услышали. И сразу выполняют, как правило. Пограничное, то есть пространство. Распутье дорог. Места обитания темных сил. Там, где судьбоносное решение выносится. Прям вот судьбоносное. Перекресток – место свидания или встречи ведьм, русалок, леших, чертей, темных духов, духов леса, духов дорог и так далее. Связь с потусторонним миром. Место, где вас слышат быстрее. И неважно, какой перекресток, Т-образный, крест-накрест,
Перекресток 3 дорог, 2 дорог тоже есть, тоже называется перекресток. Неважно. Но старайтесь каждый день через перекресток не ходить на работу или куда-либо. Рано или поздно у вас начнутся болезни и неудачи. Каждый раз, проходя мимо этого перекрестка, у меня есть, кстати говоря, лекция «Перекрестки в магии». Вы отдаете свою энергию. К перекресткам относитесь очень уважительно и редко пользуйтесь. Именно для того, чтобы вас услышали. Лучше в лесу, возле деревьев, свою просьбу озвучить и реке сказать. И возле печи или в бане, чем постоянно перекресток. Перекресток это прям вот место, где вот прям судьбоносное, где уже вот нету другого выхода, приходится идти на перекресток просить. Зеркало. Портал. Ну, зеркало называлось тать потустороннее, то есть скрытые, темные. Татью еще называли воров на Руси, но это вот люди скрытые, темные, закрытые под покровом ночи. Это вход в иной мир. Зеркала бывают холодные. Это когда зеркало очень красивое, но ты сам себе не нравишься. Зеркала бывают теплые. Это когда источают положительную энергию. Старинные зеркала очень опасны, не покупайте. Потому что зеркала, они сохраняют и запечатлевают как пленку, как фотоаппарат, видео, ну, в общем, природные вот. И вы не знаете, что было перед этим зеркалом, что происходило. Некоторые сейчас создаются инструменты, которые вычитывают память зеркала. Уже и такое есть. Если в вашем доме дискомфорт и постоянно с одной комнатой все время коты убегают, что там происходит, что-то там падает, по ночам кто-то ходит, какие-то звуки, голоса, обратите внимание на зеркало, которое там висит. И закройте, зашторьте это зеркало как-нибудь. Если голоса прекратятся, значит, это непосредственно портал, дверь, через которую они просачиваются в вашу жизнь, в ваш дом. Вынести это зеркало и оставьте где-нибудь. Или закопайте лицом вниз, лицевой стороной. Ну, зеркальные гадания, мне кажется, не нужно вам говорить. И будьте осторожны. Можете вызвать очень злых сил. И потом в вашей жизни такое случится, что самые страшные, ужасные всякие зазывы, гадания через зеркала дети делают, может очень плохо отразиться потом на вашей жизни, на вашем доме, на ваших судьбах. Такие вещи не допускайте, опасные очень. Зеркала отражают этот негатив, но могут и притянуть в вашу жизнь. Через зеркала очищаются. Ночью в зеркало не смотритесь долго, потому что оттуда уже смотрите не вы, а некто похожий на вас, который с зловещим оскалом начинает на вас смотреть. Если вы ночью вот заметили, если там смотрите в темноте в зеркало, вы себя не узнаете. Вы становитесь злые. Вы смотрите на себя со страхом и ужасом. Это тот самый демон, который перенял ваш облик и смотрит на вас с той стороны. И чем больше вы будете туда смотреть, тем больше вы перетягиваете его в этот мир. Не зря закрывают зеркала в доме и отражающие предметы, когда человек умирает дома, чтобы его душа не заблудилась в этих зеркалах и не осталась в этих порталах, чтобы ушла. Зеркало как защитное, зеркало как нападающий предмет. Зеркало – это двойник реальности, поэтому зеркала могут захватить душу человека. И такие бывают случаи, когда после того, как человек посмотрелся в какое-то старинное зеркало, стал сам не свой.
не понимает, что с ним происходит. У него начинаются галлюцинации, он чувствует себя в других местах, в других мирах. Он может спать и во сне быть в каких-то страшных катакомбах, коридорах и так далее. Зеркало забрало душу. Его душа, то есть тело здесь находится, и душа, в том числе, можно сказать, но разум отключен, он просто перенесен туда. И поэтому он видит зазеркалье, и это уже не жизнь, пока его обратно не вернут, не отчитают. Зеркало впитывает эмоции, поэтому не передавайте зеркалу плохие эмоции. Перед зеркалом не говорите злые слова. Вы сами себе говорите. Как вы меня достали, как вы уже задолбали, идите вы все, не хочу никого видеть. И в это время вы краситесь перед зеркалом. И вы в скором времени можете заболеть. Вы же сказали, не хочу тебя видеть. А чтобы вы себя больше не видели, вас могут просто забрать в мир иной. Будьте осторожны. Разбитые зеркала – это к смерти чьей-то. Это нужно отчитывать человека. Нельзя спать возле зеркал, уже говорилось об этом. Ночью выходят духи оттуда и забирают вашу энергию отсюда, и страшные сны, и прочие высасывают вашу жизненную силу. И детей нельзя подносить, это с детства нам бабушка говорила, вообще и взрослых своих внучек учила, чтобы своих детей не подводили к зеркалу близко, иначе ребенок очень сильно может испугаться, и после этого и заикой останется, и может быть безумным стать, потому что увидит нечто такое, чего нам неведомо, но ребенок это может увидеть. Так что возле зеркал, вот в этом случае я бы вам не рекомендовала все, что угодно там говорить в зеркало, попросить, что помогло. Учтите, что это портал, и вот с этим порталом нужно работать, как с погостом, очень осторожно. И не брать работы непроверенных мастеров. И если вы не очень давно, скажем так, изучаете, знаете, как что надо делать, вот мой канал в частности, если вы не очень давно, не берите работы с зеркалами. Потому что вы не знаете, что там нужно будет делать. Когда я чистила одну женщину, потом рекомендовала ей взять зеркало и провести кое-что. И она такие страшные вещи рассказала и увидела. Ой, извиняюсь, что не передать словами. И это реальность. Там вышли различные, в общем, изображения, звуки и прочее. Это все было в зеркалах. Да. И последний, самый сильный портал, самые сильные открытые двери, через которые мы все входим в мир Нави. Это сон. Это пограничное состояние, переход между мирами. Сон – младший брат смерти. Человек, который спит, все равно, что умер. Просто его тело живое, и поэтому душу возвращает назад. Когда говорят, что самая легкая смерть – это когда вот человек уснул и не проснулся, и как повезло, как легко умер, это самое страшное. То есть самая страшная смерть, потому что его душу не пустили туда, обратно. Он хотел назад, его не пустили. Он не завершил свои земные дела и мучиться будет долго, пока не найдет покоя. Это раз. Мы засыпаем, и когда начинается стадия глубокого сна, наша душа отделяется и выходит из тела. Остается ментальная энергия, а вот душа уходит. И мы встречаем близких, родных, может быть, людей, которых мы никогда не видели. Может быть, мы даже не понимаем, что они давно умерли. А может быть, это души людей, которые тоже спят, и мы с ними встречаемся. Но мы никогда это не узнаем, потому как мы друг друга не знаем. Нас тоже кто-то увидит во сне, удивится, скажет, что за человек, знать не знаю, вообще никогда не видела эту женщину, что она мне приснилась.
и не узнает, что в моем сне он тоже был. То есть часто, когда вы падаете как будто бы во сне и просыпаетесь от того, что у вас жуткое состояние, как будто вы упали откуда-то. За вами гонятся определенные духи темные. Называется это астральный мусор. Ну, всякие страшные духи, которых тоже там полно. И вы бегом летите, душа летит в тело. Пока он находится в теле, он защищен. Потусторонний мир, мир духов или мир мертвых, он не где-то в Африке или где-то там за 7 гор. Он рядом с нами. Как только наша душа выйдет из тела, попадет туда. Так вот, сон – это выход нашей души. Это постоянная смерть. Мы умираем и возрождаемся. Во сне, вот это слово «утром, вечером мудренее», во сне нашей душе дают подсказки, забирают, что-то показывают, с кем-то мы встречаемся, кого-то мы слушаем, кого-то обнимаем, с кем-то радуемся, с кем-то плачем, потом возвращаемся обратно обновленные. Обновляют, дают нам силу жить по новой, подняться с колен, привести себя в чувство, в порядок. Именно поэтому, когда у человека депрессия, он хочет много спать. Он во сне успокаивается. Он во сне уходит от реальности. Он уходит в иные миры. У многих культур и народов мира сон охраняли очень тщательно. Потому что боялись, потому что во время сна приходили те самые духи и силы, которые могли душу поработить, не отпустить обратно. И очень внимательно и очень с большим уважением относились к этому процессу. Но что касается как портала, как использовать можно сон. Осознанный сон, вызвать вещий сон, есть такие у меня работы. Положить под подушку фотографии ушедших предков и попросить присниться во сне и дать подсказку. Вот так можно использовать этот портал. Итак, друзья мои, я вам перечислила все порталы, все двери в Нави. И как и каким образом этими порталами нужно и можно воспользоваться для того, чтобы ваша просьба была услышана. И какие порталы в основном для каких целей использовались и обращались к ним конкретно для достижения определенных жизненных задач. Я продолжу эту серию, конечно, работ, но пока, поскольку 2 часа почти длится эта лекция, но она очень полезная и нужная. Это нужно знать людям. Стоит того, чтобы вы это внимательно прослушали, изучили. Это для вашего же блага. Чем больше человек знает и чем большими знаниями владеет, тем больше он защищен, и тем больше он получает в этом мире, из потустороннего мира в том числе, помощи, ну и защиты. Всем удачи!